Значит, еще раз добрый вечер. Уже, наверное, у многих вечер. Сегодня у нас те, кто повосточнее, кто западнее нас пока нету. Так вот, мы начинаем нашу тему, связанную с конструированием тела. Ну, продолжаем, да, то есть уже третье занятие, потому что нам, почему эта тема важна, потому что мы ее рассматриваем не только как бы с точки зрения нашего тела, а с точки зрения взаимодействия нас с этой реальностью. С этой реальностью мы можем взаимодействовать многообразно. Да? То есть, как бы вот есть мы, наше тело, и оно вот все время каких-то участвует в различных потоках. Да? То есть вещественном, полевом, информационном. То есть есть все время обменность тела с внешним миром. И вот возникает разная задача, которые нам постоянно приходится решать. Ну, как некие конфликты, как некие проблемы, как некие цели, которые мы хотим достигать, да, то есть и возникает, что, ну, как бы некие противоречия, да, то есть вот хочется одного, а оно почему-то не получается. Значит, есть кто-то или что-то, что, например, препятствует. Что тогда получается? Что есть некий конфликт, который надо разрешать. И этот конфликт можно разрешать на разных уровнях. Ну, обычно есть как бы в теории конфликтов как бы 4 варианта рассматривается. Да, то есть вот есть одна сторона конфликта, есть другая сторона конфликта. Ну, как это не обязательно конфликт с точки зрения как бы, ну, как бы агрессии, там, напряжения, да, то есть, ну, есть вот, допустим, альтернатива. Есть одна сторона вопроса, есть другая. Как нам выбрать из этих двух сторон, когда нам надо вот решить какую-то задачку? И мы видим только два варианта решения. Или. Да, то есть получается, что это решение может быть нам хорошо, а может быть кому-то плохо. Ну и получается 4 варианта решения. Первый, да, то есть как бы всем плохо. Да, то есть не смогли договориться и не решили эту задачу. То есть как бы конфликт, задача не решена, и всем от этого все проигрыш и проигрыш. Да? То есть другой вариант, ну как бы в теории игр, да, то есть если это как игру рассматривать, один выиграл, другой проиграл. Да? То есть если один выиграл, значит что, а другой проиграл, значит что, некий ресурс от этого, который проиграл, забирается в сторону того, который выиграл. Да? То есть получается, что ну, некий грабеж. Да? То есть как бы с этой точки зрения. Да, то есть другой выиграл, одна сторона выиграла, другая проиграла, значит, грабеж в другую сторону произошел. Почему? Ну, потому что есть только два варианта, да, то есть как бы есть некий ресурс, есть некое объединение, и мы делим этот ресурс. И у нас нет возможности взять и как-то по-другому решить. Значит, ну и третий вариант, когда есть компромисс, когда вроде бы выиграл один и другой, но они выиграли каждый сам по себе. Да, то есть они не могли как бы встать над этим вопросом и не смогли рассмотреть его гораздо шире. То есть это вот как бы обычная сторона теории игр, когда есть, ну как бы вот, как говорят, выигрыш нулевой суммой там или еще что-нибудь такое, когда есть, ну как бы вот этот компромисс. Компромисс это не всегда хорошо. Почему не всегда хорошо? Ну потому что мы все время что-то делим. Да, то есть, как бы, ну, поделили поровну, но все равно у меня бы могло быть все, а у меня вот только половина оказалась. Вот мне жалко, что вот у меня только половина. Да, я понимаю, что у него тоже только половина. Но вот если бы у меня все было, я бы, наверное, лучше этим распорядился, чем тот, который вот забрал мою вторую половину, да, допустим. Это как мужик говорит, я, говорит, вот тут объявление отдал, что ищу в себе вторую половину. И меня завалили предложениями. И какие же предложения? Да в основном, говорит, мужики пишут, забирай мою. Вот, то есть у нас как бы вот, видите, могут быть разные варианты решения конфликтов. Поэтому есть другой вариант, да, другой подход, когда мы рассматриваем с точки зрения систем, да, то есть как бы рассматриваем, что вот у нас не две стороны есть конфликта или две стороны проблемы, да, то есть как бы, а это две части чего-то более общего. Да, то есть на самом деле таких частей может быть больше. То есть это как бы подсистемы какой-то надсистемы. То есть вот они образуют общую систему, в которой теперь ищется решение задачи.
тогда мы можем выйти, когда мы выходим на другой уровень, мы начинаем рассматривать эту задачу совсем с других позиций. Да? То есть, когда могут выиграть и тот, и другой. Почему? Ну, потому что что-то появляется, то, что было недоступно ни одному, ни другому. Ну, как вот, да, мужчина, женщина образовались вместе, значит, они не просто удовлетворили какие-то там свои физиологические потребности, а они создали что, семью, да, то есть у них там есть любовь, которая как свет их связывает, они создали, что общее время жизни. Общее время жизни, чего-то вот, то, что они называют семьей, и теперь у них есть точка сборки, как вот то, что их притягивает, еще вот это вот дополнительное время жизни, которое они сотворили вместе, да, то есть как бы это, отсюда может родиться ребенок, как некая производная, которая возьмет лучшие черты одного и лучшие черты другого, и тем самым мы обеспечиваем некое развитие, как переход на какой-то другой уровень. Но вот это вот как бы совершенно другой подход в решении тех или иных вопросов. Поэтому если у нас есть какая-то задача, надо в первую очередь начинать рассматривать ее с точки зрения вот этого вот перехода на новое время жизни, когда мы можем что-то создать. Создать как некий кусочек, ну, в первую очередь, света, да, то есть как бы некий свет, который может нас объединять. Поэтому вот давайте, например, мы рассмотрим, ну, как бы видимую часть, а есть же еще невидимая. Да? То есть, ну, вот мы энергии времени посвящали достаточно много вопросов. У нас было несколько занятий, которые посвящены были энергии времени. Вот. И вот есть как бы описание этой энергии времени, выставлено в интернете, можно его прочитать. Это вот одна часть этой как бы картинки, которую мы рассматриваем как формирование некого времени, удачи, которая нам создаст условия для реализации каких-то задач, которые мы хотим реализовать. Да? То есть, ну вот что еще там есть. Ну, например, вот Наташа Зайцева, она прописала вот такую информацию. Что может быть использована эта структура при больших энерговременных затратах на формирование будущего времени жизни человека. Этот энерговременной объект выстраивает человеку новые точки отсчета времени жизни с того момента, когда в нем появляется квантовая светимость. И человек может предъявляться в мире как космический объект, становится наблюдаемым из космоса как яркая светящаяся точка. Светлица формирует ему новую траекторию движения, новый путь. В системе координат на оси Z это выглядит как две светящиеся точки. Одна более, другая менее. Следовательно, одна ближе, другая дальше. Ближний – это человек, дальняя – это его будущее или путеводная звезда, за которой он все время стремится, но догнать не сможет никогда. Следовательно, его путь бесконечен. Это вечное превращение и создается за счет светличного усиления. Эту систему координат светлица формирует в клетке человека, и после этого в ней могут меняться полюса. Они перестают быть статичными. Потом полюса в клетке накладываются на систему координат, и человек становится точкой отсчета нового времени жизни в самом себе и сам себе учеником и учителем одновременно. И система превращения дает ему импульс развития по оси, то есть вверх. Он получает импульс стремительно и высоко улетает в своем развитии навсегда. Ну почему? Что значит навсегда улетает? Ну, как бы если сравнивать с кем-то, у кого нету такого импульса, да, то есть как бы он уже набрал эту траекторию, он все время уходит по экспоненте, то кто-то его начинает догонять, он его никогда не догонит, ну, потому что пока он его догонит, тот уже далеко убежит вперед, потому что он не линейно размирается. Ну, это вот парадокс есть такой Зенона, что Ахиллес никогда не догонит черепаху. Там рассматривалась как бы ситуация другая, что вот есть черепаха, которая ползет, и есть Ахиллес, который пытается догнать. Но вот если черепаха где-то впереди находится, да, то есть пока Ахиллес проходит ее расстояние, черепаха успевает сдвинуться на какое-то расстояние. Пока он пробежал следующую точку, да, то есть где она была, она еще сдвинулась. И как бы все время есть как бы некая точка, но это он разрешается, этот парадокс в том, что если это линейная система, то понятно, что скорость Ахиллеса выше, и он в какой-то момент перегоняет эту черепаху, потому что он, ну, его траектория значительно, ну, как бы, ну, это имеет большую скорость, большую энергию, соответственно, он двигается совершенно по другим характеристикам. Вот.
Но если мы рассматриваем здесь, как бы, то здесь экспоненциальное развитие подразумевает, что человек в своем развитии как бы все время уходит не на один шаг, а сразу следующий шаг как бы становится в степенной функции, да, то есть как бы, поэтому всегда есть возможность убежать достаточно далеко. Но как развиваться? Это каким образом? Куда мы можем двигаться, если мы не понимаем, куда мы двигаемся? Ну, как вот в той задаче, которую нам сегодня обозначили, там, по какому мосту надо идти, а какой надо мост сжечь. Поэтому мы можем сегодня поговорить немножко о другом. Да? То есть как бы мы рассматриваем это с точки зрения конструкторской задачи. Да? То есть как бы вот энергия времени у нас как структура сегодня тоже подключена к этому нашему каналу, и мы с ней тоже взаимодействуем. Поэтому если кто может на нее настроиться, могут почувствовать, что энергии становится больше. Но ведь эта энергия, да, то есть она у нас где вырабатывается? Что такое энергия? Вот энергия времени, когда говорят. То есть и говорят, что вообще все в мире энергия. Но мы же вот когда кушаем, мы что же эту энергию потребляем? Поэтому вопрос возникает, какую энергию мы потребляем, и чем одна энергия отличается от другой. Но в физике есть там понятие. Энергия, например, может быть потенциальная, а может быть энергия кинетическая. Да? То есть потенциальная – это энергия положения. Да? Мы как запас некий, который мы имеем в зависимости от того, там, допустим, как мы находимся относительно Земли. Кинетическая энергия – это энергия импульса, да? То есть энергия скорости. То есть набрал скорость какую-то, и у тебя есть сюда mv в квадрате пополам. Когда мужик упал с дерева, говорит, хорошо, что пополам. А что, говорит, пополам? Да хорошо, что энергия mv в квадрате пополам. А если бы не было пополам, было бы больно. Поэтому вот, ну, смотрите, что здесь мы имеем в виду. То есть, когда мы говорим о скорости, там, да, то есть, как бы, mv в квадрате. Что такое скорость? Это путь, деленный на время. Значит, энергия получается обратно пропорциональна времени. Да, то есть, как бы, если медленно все это дело происходит, то энергия будет, ну, как бы, времени много, процесс занимает, энергии в нем мало. А когда он происходит быстро, то есть импульс, да, то есть как бы время кратенькое, а за короткое время происходит действие, то энергии много повышается. Поэтому надо что? Увеличивать импульс, как бы, да, то есть увеличивать плотность времени. Но говорить, а потенциальная энергия, там же вроде нет времени, да, то есть говорят, там же положение. На положение это там подразумевается, опять же, там какое? МЖH, например, да? А G что такое? Это ускорение свободного падения. Там как бы уже даже не скорость, а ускорение рассматривается, да? То есть как бы, но ускорение не текущее, как бы ускорение будущее, которое мы можем набрать в результате того, что у нас есть вот некая разность потенциалов. Но энергию же мы можем брать не только из того, что мы через себя пропускаем какой-то поток. Да, то есть вот мы покушали, энергия у нас вошла какая-то, да, то есть мы ее там переработали, и у нас теперь есть энергия. Но мы же как электростатическая машинка двигаемся, да, в магнитном поле, например, Земли. Если мы пересекаем какие-то магнитные линии, мы можем на самом деле энергию в движении набирать, да, то есть как бы не за счет собственной, ну, как бы потенциальности, да, то есть, а за счет движений, которые мы взаимодействуем со средой. То есть у нас получается, что может быть поток набираться чисто за счет движения. Поэтому раз мы энергию можем откуда-то набирать, да, то есть как бы там через митохондрии или через еще что-то. Ну, говорят, что когда-то было качество у живых объектов, что они энергию могли напрямую там черпать из космоса, там, из среды и так далее. А потом вот у нас строили митохондрии, которые только вот нас обеспечивают. Но митохондрия на самом деле объект большей мерности в геноме, чем геном, например, самого человека. И он выполняет вот эту функцию обеспечения энергии, когда клетка может сильно не напрягаться, митохондрия там ее накачает энергией, больше ничего не надо. Зачем там самой что-то там производить, какую-то энергию, когда она вот уже переработалась. Ну, там создали систему, которая пропускает там через пищевод у нас что-то. Вот. Но там опять возникает, да, проблема. Да, вот как в советские времена, говорят, у женщин было две проблемы всего лишь.
Первая проблема была, где взять еду, а вторая, как похудеть. Ну, сейчас вроде с едой попроще стало, там в магазине навалом, не надо бегать, там, суетиться, где там выстоять в очереди, да, я пришел, взял и купил, и пошел. А вот как похудеть, проблема осталась. Значит, почему? Опять же, тема та же, по какому мосту пройти, по какой надо сжечь. То есть, почему мы не знаем, какой надо, по какому идти, по какому надо сжигать. Ну, или вообще, вот если мостов много, допустим, да, то есть, надо по какому идти мосту. Почему мы не знаем? Почему у нас выбор не определен? Потому что у нас связи с этим, с будущим слабенькая. Да? То есть, как бы, если бы у нас связанность была с будущим, то есть мы могли энергию брать оттуда напрямую, да, то есть из этого будущего, оно нас выводило бы туда, куда нам надо. Мы чувствуем, о, вот она, там, вот там энергия. Я пошел и вышел туда. Поэтому какая задача? Чувствительность повышать, да, то есть как бы если повысить чувствительность, мы начинаем быть более безошибочны, то есть меньше делаем ошибок, соответственно, мы можем на каждом шаге корректировать. Мы там идем, вот у нас куча мостов, по какому пройти? Послушали, о, вот он, оказывается, тот мост, как бы остальные все для нас незначимы. Мы пошли по тому мосту. Перешли, а там, оказывается, еще куча мостов. Опять выбрали. Мы на каждом шаге делаем коррекцию, да, то есть, как бы, то есть мы все время себя сами же и корректируем. Поэтому вот повышение чувствительности, что нам может дать? Ну, опять же, светличная технология. То есть мы светлицы можем использовать как устройство, которое нам повышает чувствительность. Или разрешающую способность нашего восприятия, да, то есть информацию в себя вбирать и анализировать. Если разрешающая способность повысилась, да, то есть как бы, значит, что это? Это равносильно, что нам дали разрешение на какие-то действия. Это раньше было запрещено. Почему? Ну, не было просто возможности такой. То есть у нас информация до нас не доходила, мы вот как шли куда-то прямо, так шли, упирались в стенку и пытались ее проломить, эту стенку, потому что не понимали, что стенку можно обойти, да, допустим, повернуться и каким-то другим путем пойти. Нету восприятия такого. А тут неважно, есть стенка, нет стенки, мы можем всегда выйти. Причем хорошо, что стенка есть, да, то есть как бы, если бы мы видели, что там за стенкой, мы бы вообще не пошли бы даже туда. Но так как мы не видели, мы дошли до стенки, а потом ее обогнули и говорили, о, оказывается, а тут вот еще чего-то нам надо идти и идти, да, то есть как бы, поэтому здесь появляется, ну, как бы, наша невозможность в каком-то месте делать оценку, да, то есть как бы она не всегда плохая, потому что мы в состоянии начать двигаться, да, то есть как бы не упираясь в какую-то цель, которая для нас вот только такая. Мы прошли какой-то путь, там делали коррекцию цели, пошли дальше, да, то есть поэтому давайте вот вернемся к нашим, к еде, да, то есть и опять же к теме чаши радости. Вот у нас есть такое устройство, чаша радости называется, да, то есть вот она вот Chalice of Sunshine по-английски, да, то есть что она нам дает, это изделие? Она нам дает повышение чувствительности, да, то есть почему? Потому что мы перестаем загружать себя разным мусором, который с нам с этой пищей приходит. То есть мы можем убирать этот мусор до того, как он к нам попал в организм. То есть не тратить энергию собственного организма, не тратить энергию времени, энергию жизни человека на вот переработку вот этого энергетического мусора, который накопился за все этапы переработки вот этой вот еды. Да? То есть, потому что в этот поток, который у нас входит, мы с этим потоком организм говорит, елки-палки, да что ж вы меня это вот такое вот в меня тут засунули-то. Я понимаю, что там голодный, но не настолько же, насколько вот приходится мучиться. Да? То есть и вот выводить вот этот как говорят, не свет, да, то есть, ну, как бы вот эти вот световые искажения, которые мы насобирали, да, то есть еда насобирала, их же надо как-то выводить, опять же, тратить чего-то вот из своего собственного ресурса. А если бы мы это вот не съели, да, то есть, как бы, ну, нам не надо было бы, допустим, так долго сидеть на унитазе. Мы могли бы это время как-то использовать по-хорошему. Так вот, значит, но, опять же, мы говорим не только о том, что мы с помощью этой карточки можем что-то вот убрать там лишнее из этой еды. Да, то есть как бы лишнюю структуру, жужжную информацию.
повысить чувствительность и понять, что вот эта еда нам на пользу, а это вот нам на пользу не пойдет. Да? То есть, или что надо с этой едой сделать, чтобы она стала более полезной. Потому что очень много всяких диет. Да? То есть, как бы, вот один из вопросов, который часто возникает, да, как бы, я, говорит, сижу даже не на одной диете, а на двух. А почему? Да я, говорит, на одной не наедаюсь. Значит, приходится еще чего-то, да, то есть как бы не хватает. Поэтому выбор всегда есть. Да, то есть как бы одну диету выбрать, другую, третью. А потом человек посидел на диете, перестал на ней сидеть и опять вернулся в исходное состояние. Почему? А гомеостаз такая штука есть. Да? То есть организм держит состояние. То есть вот он считает, что вот это состояние оптимально. Поэтому вы его, когда начинаете мучить какой-то диетой, вы его выводите из этого равновесия. Но он как бы так терпит, а потом только раз и обратно. Да, то есть, и опять мы вот такие вот, как бы, ну, в таком крепеньком состоянии, значит, и уже не можем от него никак избавиться. Поэтому надо же как-то что-то менять, да, тогда. То есть нам надо вот это состояние равновесия куда-то сдвинуть, чтобы оно стало равновесным, но другому равновесию состоянию. Но оно равновесное под чего? Под вот некую среду, которую мы сами себе сформировали. Поэтому надо еще и менять и вот эту среду обитания. Да, то есть в каком плане? Ну, то есть что-то убирать, там лишнее, там, да, уборку делать. Уборку не только чисто вещественно, там, ну, пыль какую-то убрали, грязь, да, то есть, как бы, ну, информационную тоже. Ну, вот у нас там есть комфорт, например, устройство, которое позволяет формировать более комфортную среду. Но кроме этого, мы можем же что еще менять, да, то есть мы можем само тело начать менять, мы говорим конструирование тела. Что мы делаем? Мы делаем конструкцию, ту, которая могла бы вписаться в эту среду, которая, да, то есть одновременно ее и поменять, эту среду. Вот. Но и кроме этого создать условия для того, чтобы можно было вписаться в эту среду, да, то есть как бы не было конфликта. То есть не было конфликта между этой средой и нашим телом. Да, поэтому мы должны, когда рассматривать вот этот вот вопрос ну, как бы использования этой карточки, мы должны понимать, что эта карточка еще помогает нас вписывать вот в эту среду с точки зрения того потока вещественного, который мы через себя пропускаем. Чтобы этот поток не только как бы мы его перерабатывали там из какого-нибудь вкусного чего-то, перерабатывали в что-то вот то, что уже нам не нужно, да, то есть а этот поток нас менял под что? Под ту среду, которая будет на самом деле не сейчас, не та, которая вот вокруг нас, под ту среду, которая будет в будущем. Если мы сейчас не будем меняться под эту среду, то это будущее, когда оно настанет, оно для нас может стать критическим. Почему? А мы не успеваем уже тогда поменяться под эту среду, которая пришла. Значит, нам надо начинать меняться раньше. Да? Тогда карточка вот эта вот чаша радости, еще раз мы ее покажем, на радость, да, то есть она при соответствующей настройке, да, то есть она позволяет нам вот этот вещественный поток, да, то есть начинать формировать и переформировать так, чтобы наше тело начало меняться в сторону того будущего, в котором мы можем скоро, ну, в недалеком, ну, скоро оказаться. Да, то есть, и чтобы мы не задумывались, будущее это нам такое или не такое, мы бы могли в этом будущем вписаться в него легко, непринужденно, бесконфликтно, чтобы мы в него вписались как в некую надсистему, которой, да, вот. И под того, что мы вот об этом таком замечательном будущем проговорили, у нас вот радуга как раз вот на небе прямо вот образовалась. Вот на полнеба такая вот замечательная радуга. Вот только что ее не было, а вот она сразу появилась. Да, вот. То есть о чем говорит радуга, когда появляется на небе? Если в Библии там почитать, что радуга – это как бы символ того, что Бог нас говорит: верная дорога идете, товарищи, все правильно, это вот и есть то самое направление, в котором вам надо двигаться. Да, то есть, вот, когда, то есть, что больше потопов не будет, а будет вот движение уже туда, куда нам надо. Поэтому мы вот сегодня как раз этим вопросом и занимаемся. И вот когда Наташа Зайцева там описывает, например, изменения, да, то есть она там про продолговатый мозг, то какие-то там световые частички, там что-то в этот продолговатый мозг входят и что-то там меняют. Для чего?
это как раз происходит? Для того, чтобы мы могли начать чувствовать, вот наше тело стало чувствительным, мы могли вот это будущее, где будет как раз очень вкусно все, очень будет приятно, мы могли туда двигаться эффективно. Подумаем, что же нам необходимо, да, сделать, чтобы мы могли вот так вот настроиться на вот это вот будущее. Мы же не знаем, какое это будет. В прошлый раз мы такую еду будущего ели. Дегустировали, пробовали. И эта еда будущего для нас, ну, как бы, как некий маячок, который нам показывает, что вот в этом будущем мы можем вот так вот вкусно покушать. Почему нам это вкусно, нам необходимо? Потому что нам это еще надо вкус жизни ощущать. Не просто там засунули в себя какую-то чисто энергетическую какую-то штучку, потому что можно вот энергию вводить напрямую, да, то есть как бы в клетку. Но этого мало. Да, то есть мы должны в эту среду, когда мы вписываемся, мы этот вкус жизни должны ощущать и набирать эти вкусовые ощущения. Если мы их не набираем, нам нужно больше еды тогда, да, то есть как бы тогда у нас вот чаша радости позволяет нам усилить вкус жизни той еды, которую мы кушаем. И нам тогда ее надо меньше. Но как нам тогда выйти на то будущее, которое нам надо? Ведь это будущее же может быть таким, что мы в него даже представить себе его не можем. Поэтому вот у нас было домашнее задание для сегодняшнего. Фантастическую еду придумать. Сунуть фантастическое. Ну, сфантазировать. Почему для нас это очень важно? Ну, потому что у нас есть на самом деле не одно время жизни, а одно разное может быть. Да, то есть какое? Ну, есть время жизни, как что? Это как некое предъявление. Его чего-то не было в реальности, потом оно появилось, посуществовало какое-то время, и потом опять исчезло из нашей реальности. Значит, что это у нас вот это есть, называется временем жизни, отрезочек. Вот появилось, исчезло. Да, то есть, но оно же может быть живым, а может быть неживым. Да, то есть, как бы, а чем отличается живой объект и неживой? У живого есть какое-то другое время, да, то есть вот эта жизнь какая-то другая. Какое? Значит, у этого живого есть живое время, да, то есть, значит, у нас тогда мы говорим, что это не просто время жизни, это жизнь, это время жизни чего? Жизни времени. То есть жизнь времени, у него есть время жизни. Тогда это живой объект, тогда он живет, тогда у него есть вот возможность этой средой организовывать очень какие-то интересные сочетания. Вот. Ну а дальше что? Вот эта жизнь, которая мы живем как живые объекты, она же тоже разная может быть. Да? То есть как, вот она может быть счастливая жизнь, да? Может быть хорошая, может быть замечательная, может быть великолепная, может быть чудесная, может быть радостная, может быть веселая. Видите, сколько разных характеристик у одной и той же времени жизни. Да? То есть, как бы, но тогда получается, что вот это время жизни, да, то есть какое-то вот такое яркое, интересное, насыщенное всякими событиями, оно отличается от просто какого-то вот просто времени жизни живого объекта. Да? То есть получается, что у нас еще есть какая-то третья производная. Да? То есть у нас время жизни, да, время жизни, жизни времени и чего? Дальше. Времени жизни. Вот это третья производная, это есть как раз вот это вот насыщенная, интересная, веселая, прекрасная жизнь. Значит, поэтому мы как бы стремимся усилить вот эту компоненту, да, то есть выделить ее, как бы вот, если у нас есть время жизни наше собственное, как кусочек, да, то есть, а в ней есть такие фрагменты, вот это и вот время жизни, жизни времени, времени жизни, да, то есть, как, и мы тогда вот эти вот кусочки пытаемся тогда что, расширять, как бы усиливать, расширять, чтобы у нас вся наша траектория нашего времени жизни стала именно вот такой замечательной производительностью. То есть то, что называется шанс счастья, счастливый случай там, и так далее. Значит, смотрите, у нас вот как бы, когда мы говорим о выигрыше, да, то есть как бы системном выигрыше, когда мы можем рассматривать же систему не только вот как бы человек и его окружение, мы можем рассматривать как сетевой, человека как сетевой объект, когда у него много разных возможностей взаимодействовать еще с другими объектами. Да? То есть тогда мы можем говорить о человеке как в сетевом объекте, который может предъявляться в нашей реальности, да? То есть как через бионет. То есть мы
не только локально вот как бы выделены в неком теле, да, то есть как бы, а мы еще имеем вот эти через бионет связи с другими людьми, с другими живыми объектами, да, то есть которые формируют нам вот такое сетевое время жизни тогда, да, то есть в этом сетевом времени жизни мы, получается, можем создавать структуры, которые для нас могут быть эффективны не как просто вот потребителю какой-то вот вещественного потока, который мы через себя пропускаем и называем это едой, а это может быть, да, то есть как бы как некая часть некого вот такого интегрального процесса. И то, что мы едим, это важно не только как бы нам, а может быть важно как бы для сети в целом. Да, то есть тогда у нас, мы говорим, есть что? Есть структура Бионет, которая называется. Эта структура Бионет у нас присоединена к данному каналу сейчас, как мы общаемся, но она же у нас еще вот в нашей сети Бионет, она доступна к взаимодействию совершенно бесплатно любому человеку. И тогда, когда мы говорим о повышении чувствительности, мы говорим, тогда мы можем рассматривать себя, если как сетевой объект, у нас и чувствительность тогда становится сетевой. Мы начинаем чувствовать то, что, допустим, нам было недоступно до этого. Если мы начинаем, допустим, еще присоединять к этой сети других людей, то есть к этой структуре. Эта структура что нам дает? Она дополнительную степень связанности дает. У нас у всех есть вот эти бионет-связи с неким миром структур, с неким биоинтернетом. И эти сетевые связи для нас оказывают на нас как бы влияние. То есть они для нас естественны. Поэтому мы, когда к сети, ну, к структуре бионет подключаемся, на самом деле большинство участников говорят, да ничего не заметил, ничего не произошло. На самом деле происходит что? Опять же, мы за счет повышения чувствительности начинаем больше информации какой-то к нам приходить, и что-то с этой информацией мы начинаем по-другому работать. Но, естественно, это выглядит как естественный процесс, но что-то мы стали больше знать, о чем-то мы вдруг стали больше догадываться, на что-то открыли глаза. Если мы на что-то открыли глаза, значит, у нас теперь есть... Мы поменялись. Почему? В нас что-то вошло, да, то есть произошли изменения. Раньше это не входило в нас, и мы это не могли в это встроиться. А теперь мы можем проще настраиваться на что? На вот то будущее, к которому мы движемся. Тогда мы вот объединяем как бы несколько сразу структур, бионет, энергию времени и еще также чашу радости, да, для того, чтобы мы могли настроиться на вот это будущее и начать с ним взаимодействовать уже в настоящем. Через что мы это можем делать? Опять же, через еду. Но еде рознь, да, то есть как бы мы можем пробовать начать отделять, да, то есть хотя бы вкус в жизни от самой еды с помощью чаши радости. Да, то есть мы это пробовали в прошлый раз делать, да, то есть один человек ест, а другой как бы вот это вот пытается вкусовые ощущения в себя вбирать и тем самым настраиваться уже вот на какое-то там некое коллективное будущее, к которому мы можем уже двигаться. А мы говорим, а если масштаб увеличим, дальше мы хотим, мы же как бы не заглядываем не на год, два, три, там, да, то есть там, на десятилетия, например, да, то есть как там поменяется, вспомните, что было 10 лет назад, какие там те же гаджеты там и прочее, там, 20 лет назад, и что сейчас, ну, земля и небо, да, то есть все очень поменялось. Методы какие-то меняются, технологии меняются, да, то есть вот сейчас уже вот на 3D принтере научились печатать еду, да, то есть из каких-то разных компонентов, что-то там раз-раз, какой-то, вот тут белок, тут углевод, тут соли, там раз-раз смешали, получили что-то такое, уже как бы некое композицирование такое может быть, да, то есть как бы, почему бы нам вот не скомпозицировать что-нибудь эдакое, такое сфантазировать, потому что фантазия – это метод заглядывания в будущее. Все фантасты, они в какой-то мере такие вот футурологи, они заглядывают в будущее, но это будущее не обязательно может быть будущим этого человека. Почему? Потому что это может быть сетевое будущее, то есть как бы а сеть может быть взаимодействие с какой-то еще другой реальностью, да, то есть это будущее, которое мы видим как бы как проекцию в другом мире, в другой реальности. Но там есть структура, которой мы можем там провзаимодействовать. И эту структуру взять себе, да, то есть сделать изменения в своем теле, которые нам необходимы. Поэтому вот я тут и попросил еще почитать про продолговатый мозг. Если
кому интересно. Вообще он за что отвечает, да, то есть в нашем теле. Оказалось, что он отвечает за очень многое. Значит, сейчас мы попробуем настроиться, да, то есть опять же на энергию времени, на чашу радости и на бионет. Да, то есть и пофантазировать по поводу еды. У нас какие-то есть фантазии? Кто-нибудь что-нибудь нафантазировал? Удалось чего-нибудь такое сфантазировать? Какая еда может быть такая фантастическая совершенно? Давайте меню огласим. Какое. Что у нас сегодня фантастического есть? Да, давайте, Тамара. Прежде чем что-то готовить, я написала в Ютубе такой вопрос: фантастическая еда. И мне приходит ответ. Фантастическая еда, пожалуйста, из фантастических книг. То, что там предлагает в разных этих книгах фантастики, предлагают вот эту еду. И вот первая книга, там «Зов Атлантиды», интересно, да, предлагает мамалыгу. Вот, и я сегодня приготовила мамалыгу, классическую. То есть это получается, что она, вот это блюдо, оно как бы через века проходит. И это всегда будет питание. Это кукуруза, это золото содержится в этой кукурузе. То есть это самая такая основная пища для людей. Потом, вот интересно, значит, «Игры престолов». Там, оказывается, очень много было описано застолья и какие блюда подавались. Вот. И там, интересно, такой был суп. Ну вот я его переделала немножко на современный. То есть у меня суп, сваренный из перепелки, красная чечевица. Вот. В общем, такой суп. Перепелиный. Вот. И еще, значит, мы сделали вот такие печенья, полупеченье, полупирожные с карамельными яблоками внутри. Карамельное яблоко – это яблоко, которое запеченное в сливочном масле и в сахаре. В общем, такая начинка. Хорошо, спасибо. Так, что еще? Какие идеи были фантастические у кого? Ну, то есть можно же... Смотрите, то есть как бы варианты фантазирования, они на самом деле достаточно, как бы мы говорили, да, то есть если системный анализ рассматривать, да, то есть как бы тогда надо рассматривать не только вот как бы еду, а в окружении, вот как вот Надежда сейчас говорит, да, то есть что вокруг, какие там могли бы быть технологии, какие бы могли быть места, где это вот все выращивалось, да, то есть почему вопрос в этом возникает? Ну, потому что, если мы говорим о растениях, они что делают? Они же накапливают энергию Солнца, да, то есть, как бы, в принципе, мы через это дело попытаемся энергию Солнца получать, да, то есть, как бы, вот, когда правильно говорят, Солнце в бокале, да, то есть, это вино, его там вот выращивали в какое-то там время, в какой-то местности, в определенной, вот оно стало таким, да, то есть, как бы, вот этот виноград. Потом его по определенной технологии его еще там обрабатывали люди, да, то есть как бы подсвечивали этот виноград, да, то есть взаимодействие с ним. И в результате этого вот получился некий концентрат определенный, как бы световой. Да, то есть поэтому еда это не просто как бы вот набор каких-то элементов, каких-то веществ там, и так далее, да, то есть, потому что это один момент, а это набор цветов еще, да, то есть еда проходит, мы говорим, множество этапов переработки, и каждый это запит. И не значит, что все, что проходило через кого-то, это плохо, да, то есть все люди, они все очень многообразно интересны, это бесконечный мир, и в конечном итоге нам важно, чтобы мы могли со всеми этими цветами взаимодействовать, потому что ну, у разных хозяек из одного и того же набора продуктового получается совершенно разные. При той же самой обработке вроде все делают одинаково, еда совершенно разная. Да? То есть как бы когда каждая хозяйка вносит вот эту частичку своего света. Поэтому важно, чтобы когда мы говорим о фантастической еде, мы рассматривали, а какой свет она еще наберет вот
Да, то есть, ну, например, мы говорили, если космические технологии, да, то есть вот на Марс там все полетели, там сделали колонию, начали там что-то выращивать, да, то есть сделали, допустим, вот какое-то марсианское вино. Это что же тоже Солнце, но оно с другими характеристиками, да, то есть как бы потому что оно, а может вообще там у другой звезды кто-то выращивали, да, то есть как бы и оно теперь к нам, да, это совершенно по другой технологии сделано, и вот к нам приходит это какая-то космическая еда, совершенно невообразимыми какими-то вкусовыми ощущениями. Да, то есть это вот как бы, когда мы начинаем фантазировать, допустим, что это куда-то мы в космос улетаем, да, то есть мы можем же дальше идти, допустим, не куда-то вот а мы в микромир, да, то есть все эти вещества, вся эта еда сделана из одних и тех же атомов, да, то есть в конечном итоге из одних и тех же частичек, нейтроны, протоны, электроны, да, то есть как бы если мы на этапе микромира начинаем их синтезировать, да, то есть вот там, помню, когда-то тот фантастический роман, когда там были такие агрегаты, которые вот ты нажал кнопку, он тебе тут же из каких-то там веществ что-то синтезировал и тебе вот выдает уже готовую там курицу, которая никогда курицей не была, но вот здесь вот она уже сейчас есть. Это копия, как бы слепок какой-то курицы, вот она как эталонная. Да? То есть тогда эталонные вот эти продукты, их вот выращивают по определенным технологиям, чтобы сделать вот это вот эталончик со всех сторон. Как бы это уже будет такая, значит, деликатесная штука, и у каждого на столе будет уже идеальный совершенно деликатес, потому что это слепок вот это вот с идеальной курицы, допустим, с идеального там укропа или с идеального еще чего-то. Ну, набрано из этих, да, то есть, и тогда будет важно не только элементы собрать, да, то есть, как бы, а вот эти света научиться передавать. А это на самом деле самое сложное будет вот в этих технологиях. Да, мы можем там сейчас уже насинтезировать этих веществ, питательных каких-то там, и всех людей обеспечить вот этой вот какой-то белковой похлебкой, там, которая будет там стоить копейки, и она будет вот вещественный баланс нам обеспечивать. Ну, а вкусовой, да, вкус жизни, да, то есть, чтобы эта жизнь могла передаваться от того, кто ее вот эту создал, да, то есть накопил вот этот вот свет. Как этот свет передать другому человеку, чтобы он его не потерял, и этот свет его поменял внутри, да, то есть, чтобы этот человек ощутил вот эту радость. Ну, тогда вот чаша радости, она как раз задачу это пытает, ну, помогает решать, да, то есть обмениваться не только как бы вещественными компонентами, а обмениваться светами с помощью вот этой вот как бы вот такого вот вкусового многообразия. Да? То есть что мы еще можем предложить как бы фантастического такого, допустим? Ну, отделение, опять же, да, чего-то от чего-то. То есть как разделение, сепарация. Да? То есть вот у нас, опять же, есть что? Какой-то вещественный объект, а в нем есть вот только вот эти вот вкусовые характеристики. Например, мы же можем их тоже как-то начать собирать. Да, то есть вкусовые, запаховые, как бы мы же что, у нас некие рецепторы, которые вот у нас в ушах, там, в носу, в голове. В конечном итоге все это получается, что у нас есть мозг, который нам это, может быть, вот создает. Да, то есть, может быть, мы можем и так еще что-то сделать. Отделить, как говорят мухи, котлет, да, то есть и вкус ощущать непосредственно, да, то есть как бы как некий элемент, да, то есть начать набирать некие элементы вкуса, запаха, да, то есть как бы, но какие элементы? Не уже вещественные или как бы, полевые, да, то есть как бы, а информационные, да, то есть чисто световые, которые опять же вот мы можем насобирать как некую азбуку вкусов, да, то есть как бы у каждого есть своя какая-то, может быть, палитра. Каждый как художник может быть себя изобразить вот в этих вот вкусовых характеристиках. И начинаются конкурсы. Вот этот вот такой вкус создал, а вот этот вот такой вкус создал, да, то есть как бы вот мы начинаем рассматривать, то есть, ну, опять же, не только вкус, но и запах, и свет. Вот как бы такая замечательная картинка, которая пахнет и поет, еще и вкусная. Да, то есть как бы мы эту картинку каким-то образом в себя выбираем. Вот. То есть, если мы, опять же, рассматриваем, смотрите, вот у нас, опять же, мы говорим об энергии, да, то есть у нас есть энергия, которая набирает наши клетки. Нам же, в принципе, она в конечном итоге нужна, чтобы клетка была обеспечена энергетически. Если клетка может напрямую из среды брать энергию, но зачем нам тогда вот как бы эту энергию брать из еды, если она может быть напрямую? Ну, вкус-то нам надо оставить же, ну, это же как бы совсем потерять как бы вот эту вот палитру как бы жизни не хочется, да, то есть как бы. Поэтому вот
можем, например, попробовать вот с этой позиции рассмотреть, да, то есть, как бы, что мы будем вкусно есть и без еды. Ну, как вот мы это пробовали уже сделать, но здесь уже сделать совсем по-другому. Да, то есть, с какой же, опять же, целью? Да, то есть, тем, чтобы мы начали вот эту создавать некую гамму вкуса запахового, зрительных каких-то ощущений, да, в самих себе, но которые бы нас могли вести вот в это будущее, которое нам надо. Чтобы мы могли начать перестраиваться, перестраивать свое тело, перестраивать свой разум, свою душу через вот этот поток, да, то есть вкусовой, запаховый и зрительный, через изменения в теле. Да, то есть тело начинает настраиваться на те задачи, которые вы сами себе ставили. Ну, как обычно мы говорим, да, то есть у нас есть четыре, вернее, да, четыре этапа взаимодействия со светлицами. Первое, да, то есть поставить задачу, цель, фантазию, там, что угодно. То есть куда идем? То есть это мы говорим, надо делать на каждый вебинар, приходить со своей задачей. Ну, не значит, что каждый вебинар ее менять. Можно с одной задачей на каждый вебинар приходить, если она такая сложная, неразрешимая. Можно каждый раз другую задачу ставить себе. Поэтому давайте, опять же, вернемся к задаче. То есть вы сформулировали себе какую-то задачу, и не важно, что она может быть с будущим-то не сильно связана. Почему? Ну, потому что мы не знаем, к какому будущему идем, мы поэтому просто идем к тому будущему, которое нужно не только нам, но и другим людям, да? На которое бы мы могли максимально иметь максимальную скорость превращения в развитии не только сами, но и как бы вот целиком человечество как сетевой объект. Дальше, да, то есть мы говорим о чем? О том, что если мы не знаем, что нам надо делать, если бы я знал, какое там будущее, но я бы уже начал бы что-то делать. Не знаю, какое будущее, что делать. Но значит, тогда мы начинаем имитацию строить, да, то есть имитацию действия, которое нам надо сделать. Модель сначала, да, то есть нам надо придумать имитационную модель. Имитационная модель, которая бы нам, да, Надежда, вопрос какой? Ну, я это, вот в вашем же ключе, то есть, вот знаете, ну, еда – это насыщение, да, организма. А вот в нас, ну, много в каждом проблем, там, со здоровьем, например, да, и много их накапливается по ходу жизни. Вот. И не хотелось бы, вот, ну, это я формирую будущее, вот вы говорите модель, да, то есть не хотелось бы таблетки какие-то, да, там применять, а, например, определенная еда, вот четко как бы обозначенная, может, она где-то там каким-то образом выращена или еще что-то. Ну, вот, например, вот, ну, как бы не борьба, а, наверное, какой-то в организме должен продукт воздействовать правильно на нас для вот противопаразитарная, как бы вот это вот какая-то такая концепция, например, там, или вот инсулиновые, да, вот когда зависимости там, еще какие-то. То есть вот именно четко уже знать применение какой-то пищи, наверное, это явно будет пища какая-то будущего или что-то, но это уже какая-то вот модель такая, заменяющая лекарство, а полезное питание, то есть как бы увеличение знания о продуктах. То есть, ну, Богом же дано все, что нам надо. Мы просто не знаем этого, не умеем этого, да, найти что-то там и вложить в себя правильной, может, мерности или какой-то, ну вот что-то. Вот это вот понимание, что тебе, то есть, может, интуитивно найти, вот даже с помощью вот этих вот, да, наших карт, которые помогают определить путь там, да, и время и место. Что взять, вот, чтобы в себе решить вот эту проблему, которая есть. Вот было бы здорово, если бы прям вот заболела, и это съешь, и это там. Например, у меня, когда воспалительный какой-то процесс начинается, это килограмм апельсинов, это эти, там чипсы или что-то еще, ну, то есть определенная какая-то еда, которая вот
в организме моем восстанавливает какой-то такой правильный процесс. Вот. Вот я себе хочу смоделировать такую штуку, чтобы да, вот съел вкусненького, и стало хорошо, и решил проблему. Ну вот мы как раз об этом и говорим. То, что нам, во-первых, чаша радости позволяет нам, да, то есть настраиваться на ту еду, которая нам нужна. То есть мы можем через взаимодействие с чашей радости, да, то есть попытаться понять, что же нам надо съесть, чтобы мы могли повысить свою чувствительность, да, то есть и не все подряд как бы вот, да, то есть а делать какую-то вот выборку, да, то есть определенную, вот ту задачу, которая нам необходима. Оно, кстати, не только связано со здоровьем, да, то есть, но и связано там с нашей взаимодействием вообще с этим миром, да, то есть то, что у нас есть множество всяких задач, и возможно, что из-за того, что мы не можем какую-то задачу разрешить, у нас вот начинает. Почему мы не можем разрешить? А структура времени искажена, да, время больное. Но оно начинает проявляться в болезни, то есть как бы, да, то есть поэтому нам надо как бы смотреть комплексно, да, то есть системно и говорить, что у нас мы как система вписаны в этот мир и вместе с миром образуем одно целое, поэтому в этом мире взаимодействия нам надо чувствовать и этот мир, и самих себя, и опять же чувствовать, какие потоки в себя вводить для того, чтобы мы эффективно могли двигаться, опять же, вот в ту сторону того будущего, которое нам надо. Да, то есть вот тут вопрос задали, у нас Ирина Гульдинская. Повышение чувствительности не способствует ли повышению ранимости? Если мы просто повышаем чувствительность, то будет способствовать. Без чего? Без других каких-то параметров. Чувствительность – это только один из параметров. Еще мы говорим не селективность, да, то есть как бы выборочность. Вот мы могли эту чувствительность повышать в нужном направлении, а не вообще везде во все стороны. Потому что во все стороны там, может быть, нарвемся на что-то, что нам совсем не надо. Да, то есть как бы чувствовать что-то, что нам пришло, сейчас тут подключим, пришло и нам, может быть, только помешать. Да? То есть поэтому мы должны вот это вот, есть у нас настройка на нашу цель, на нашу задачу, да, то есть мы тогда повышаем чувствительность в сторону этой задачи, в сторону этой цели, да, то есть мы говорим о каком-то вот решении того или иного вопроса, мы в эту сторону пытаемся свою чувствительность повысить. Но почему это важно? Ну, потому что, ну, предположим, есть такое понятие, да, то есть разум тела. То есть тело, оно должно быть разумным. То есть оно должно само определять, вот, что ему надо делать. Поэтому мы говорим, что вот, допустим, что мы, когда повышаем чувствительность, мы говорим о повышении разумности тела. Тело имеет свой собственный разум, да, то есть как бы его можно развить, этот разум тела, и, соответственно, получить возможность реагировать. Ну, отпускаешь тело, оно само действует, и ты ему доверяешь, и на этом доверии ты выходишь в ту точку, которая тебе надо. Ну, например, да, в лесу заблудился и пошел. Значит, отпустил тело, не знаешь по дороге, куда идти. Ну, и неважно, то есть как бы отпустил, тело само куда-то пошло, главное ему не мешать, взять и вышло туда, куда надо. Но если мы на путь настраиваемся, если мы просто вообще на свою чувствительность настроились и во все стороны начинаем как бы вопрос задавать этот, да, то есть, ну что, а там столб электрический, а он гудит, он там как бы фонит, как бы мы почувствовали, ну вот, там что-то куда-то, что-то сильное такое есть, поперлись, ну вот пришли, линия электропередач, дальше куда идти, непонятно все равно, да, то есть как бы, или там подземный поток какой-то где-то есть, мы туда на него вышли и что, опять непонятно. Поэтому важно настроиться на цель, на задачу. Поэтому повышение чувствительности, оно не может быть просто само как по себе, как цель. То есть повышение чувствительности – это инструмент для того, чтобы решать задачи. Вот тут другой переход на цифровое питание через вживление в мозга чип, дающего сытость и наполнение такой фантазией. Вот. Значит, это как бы путь тоже не очень правильный, как бы, когда мы цифровизацию делаем человека. Почему не совсем правильный? То есть, ну, сейчас много говорят об искусственном интеллекте. Вот мы когда тут первое занятие проводили по чаше радости, я говорил про Станислава Лема и его книгу «Сумма технологий». Вот в этой книге как раз он там очень хорошо показал, там еще не называется это искусственный интеллект, он просто называется там, ну, как бы вот кибернетическая какая-то система, которая там позволяет, допустим, управлять всем обществом. И он показал, что если мы передадим управление такой, как бы, допустим, даже супер-пупер сверхсложной системе искусственной, то в конечном итоге она угробит все человечество.
из лучших побуждений на самом деле. То есть как бы будет создавать условия для того, чтобы всем было замечательно, всем было хорошо, но кончится это как раз плачевно. И он как бы там показывает, почему это происходит. Вот. И он показывает, что на самом деле наука, если она будет идти вот по этому самому пути, по которому она идет сейчас, она в конечном итоге нас тоже угробит. Как бы вот тот научный метод экстенсивный, который сейчас развивается, он, да, очень плодотворный, в нем много чего наворочено, много очень создано, но он не всеобъемлющий, и он делает только лучики куда-то там проколы вот в эту область незнания, и оттуда мы как бы получаем громадные пласты того, что мы не знаем, но на стыках вот этих вот незнаний мы получаем катастрофы, которые неизбежно как бы тоже нас приведут к каким-то плачевным результатам. И там что опять он предлагает? Идею какую? Выращивание информации. Что такое выращивание информации? Ну, мы, может быть, поговорим на это. Ну, мы этим на самом деле занимаемся, да, то есть как бы вот мы здесь выращиваем информацию вместе с вами. То есть перт-операторный метод – это есть метод выращивания информации. Мы более подробно, может быть, как-то об этом еще более поговорим. То есть я все тут грожусь какой-то курс организовать. Все никак руки не доходят. Но надо будет все-таки сделать. Так вот, возвращаясь к чаше радости, да, то есть как бы мы опять ее берем, эту чашу радости, и настраиваемся на нее. Да, то есть что делаем? Мы пытаемся ощутить наше взаимодействие с тем вещественным потоком, который мы через себя будем пропускать в будущем. У кого нет чаши радости, может настроиться на ту структуру, которая у нас присоединена к нашему каналу. Ну, как бы попробовать ощутить вот этот поток и через него как бы вот настроиться на это замечательное светлое будущее, которое будет нужно не только нам самим, да, то есть, но и многим другим, как некая надсистема, в которой мы идем, и в которой наше тело оптимально в него встроено в это будущее, да, то есть оно становится и стройным, и замечательным, и здоровым, и дух там тоже здоровый, да, то есть вот мы настроились, и наша талия тоже начинает на это настраиваться. Дальше, да, то есть как бы, давайте теперь представим. Уже сейчас будем представлять. Светопредставление будем делать. Светопредставление у нас будет заключаться в следующем. Что вот если мы говорим про азбуку вкуса, да, то есть это может быть как бы как некие наборы неких цветов, да, то есть которые мы, ну, допустим, вот как бы как некие элементы, если мы начинаем на элементы вкуса раскладывать, вкусы, запахи, цвета, да, то есть как бы, ну, цвет мы знаем, можем разложить там по цветам радуги. Да? В конечном итоге, на самом деле, 3 цвета могут нам дать всю палитру, которая там в соответствии со смешениями нам может давать. Но вот образы, да, то есть как бы так не сделаешь. Образ – это нечто другое, если световой мы говорим. Да, то есть это еще некие модуляции этих цветов. Да, то есть как бы то же самое касается и звука. Да, то есть одно дело чистые ноты, которые мы имеем в виду, да, то есть, но есть обертоны, есть некие комбинации, которые нам дают уже мелодию, гармонию, да, то есть как бы они просто как бы чистые какие-то звуки, которые... Значит, дальше мы говорим, допустим, о запахах тоже, да, то есть вот есть наука, парфюмерия, которая нам позволяет какие-то делать синтезы запахов, формировать их, да, то есть синтезировать предпочтения. На этом, кстати, играют и пищевые гиганты, которые нам создают некие вкусы, некие запахи еды, которая бы нас привлекала. Ну, за счет этого они их усиливают, как бы, за счет этого получается, что человек как бы с такими усилителями вкуса начинает есть то, что ему не очень хорошо подходит, но зато как-то вот вкусовые ощущения он получает. Но они-то однотипные, и они не дают нам игры, не дают нам вот этого вот наполняемости как бы вкусами жизни разнообразной. Получается однообразная еда, однообразная жизнь, однообразное повторение из одного и того же, одних и тех же событий, одних и тех же действий изо дня в день, как бы мы, получается, зацикливаемся, как бы начинаем бегать по кругу, никуда не двигаемся, развитие останавливается. Но представим, что у нас есть вот такая какая-то вот такая вкусовая палитра, запаховая палитра, да, которую мы можем, вот касаясь каких-то определенных струн световых, да, то есть как бы вызывать не просто
запах или вкус, да, то есть, а мы можем как бы вот его насыщенный как бы дротонами, да, то есть, и который наполняется какими-то вот цветами дополнительными, которые связаны в этом мире с различными самыми вселенными, с различными галактиками, с различными планетами, да, то есть, как бы есть такой вот вкусозапаховый синтезатор, да, то есть, и мы сейчас попробуем с ним поиграть. Кроме того, мы еще включим некий элемент нашего конструктора. Это у нас есть такие браслетики, вот видите, у меня на руке есть, вот на другой руке тоже. Вот такие браслеты, они называются луч чистый. То есть это мы можем свои лучики световые этими самыми вот браслетиками активировать и настроить. Давайте вот настроим как бы световые лучики свои, которыми мы будем сейчас играть. Играть на таком синтезаторе вкуса, запаха светового. И тогда вот давайте потрем в руке. И начинаем свои лучики готовить вот к этой вот замечательной вкусной жизни. И будем эту жизнь сейчас сами создавать. У нас вот эти лучики, да, то есть как бы у нас сейчас вот тут 19 участников, да, то есть смотрите, 19 это непростое число. Это атомный вес такого элемента, который называется фтор. Да, то есть, а если мы возьмем, есть такие художники, футуристы, может быть, кто-нибудь о них слышал, да, то есть, которые что были, они из будущего брали какие-то сюжеты, да, вот, и выкладывали, поэтому называли их футуристы, потому что они рисовали будущее. Поэтому футор, да, то есть это как бы будущее, поэтому футор как бы это вот некое пересечение смысловых полей, когда мы можем говорить о том, что у нас присутствует в данный момент, у нас как бы атомный вес фтора, мы как бы некое будущее вот здесь уже проявили вот в таком числовом ряду. Поэтому мы вот на это будущее, которое у нас есть, с которым мы сейчас будем его есть, вот это вкусовые характеристики будем оттуда видеть. Но мы их не будем просто как бы притягивать к себе и пытаться их там как бы в себя поглощать, там вводить и так далее, да, то есть как бы, а мы в силу того, что у нас есть вот бионет, да, то есть о котором мы только что сказали, у нас есть с вами вот Zoom-канал, в который встроены уже в структуры, о которых мы говорили, упоминали, да, то есть и у нас есть вот такое замечательное присутствие, вот у нас 19 человек, которые здесь, кто-то у нас открыл окошечки, кто-то нет, это не важно, потому что лучики все равно идут. Лучи света у нас идут из глаз у каждого, да, у нас лучики идут от наших пальчиков, да, то есть которыми мы сейчас начинаем натягивать вот эти струны, да, то есть мы настраиваемся друг на друга, да, давайте вот поднастроимся и ощутим как бы вот такие как бы вот такие струны, да, то есть от каждого к каждому, да, видите, вот у нас 19 окошечек, да, то есть в каждом еще есть еще не один человек, а несколько, то есть у нас на самом деле присутствует больше, чем 19 людей. Значит, мы натягиваем вот такие струны вот этого оркестра, да, то есть создали, настроимся через чашу радости, да, то есть начинаем вот эту радость как бы ощущать, что сейчас у нас как бы элемент, ну, как вот оркестр перед началом овертюры, да, начинает играть, и настройка такой мы проводим, да, то есть а сейчас мы включим музыку еще в придачу. Пока тоже давайте вот потихонечку настраивайтесь друг на друга, натягиваете у каждого по 10 струночек. Представляете, если мы на 10 умножаем, это у нас же сразу насколько возрастает связность сети. 21 человек и на 10. 210 это только как бы только. А сколько связей? Каждый с каждым, да? То есть это уже вообще совершенно сумасшедшее число получается, вот этих связей. И будем сейчас такое делать медитацию. Медитацию, посвященную вкусу жизни. Время жизни, жизни времени, времени жизни. Да, то есть из будущего мы ее сейчас сюда пытаемся притянуть и в ней окунуться как бы вот в эту музыку жизни. То есть музыка у нас как бы как музыкальный оператор нам что-то дает, но мы создаем музыку вкуса, настроения и
ощущение вот этой вот наполненности этой жизни. Ну, кстати, вот у Надежды до этого прозвучало как семечко такая, да, то есть как бы мы же здесь еще энергию времени использовали, структуру, то есть как бы она закладывает как раз вот чего там, как семечко удачи, да, то есть которая нам дальше уже поможет что-то сформировать и вырастить как что-то другое. А вот какие-то у нас еще закладки, как бы, вот, да, вот Оксана нам тут рассказывала, какие-то еще закладки идут, определенные световые, и они тоже будут проявляться в нашей жизни, в жизни вот сети, в жизни, может быть, и Земли тоже в целом. Вот у нас Наташа Зайцева написала, что ощущала, тоже большой объемный специфический запах. Чувствовала вкусовой алфавит. Лилия написала, ощущала жизнь как оживание. Кстати, вот с чашей радости можно же по-разному взаимодействовать. То есть вы когда с ней, ну, на самом деле, можно пассивно взять ее в холодильник положить. Там сосредоточие всякой еды, и вы туда как бы ее положите, и она у вас будет вот вычищаться, восстанавливаться, что-то будет там убираться, что-то будет синтезироваться. То есть как бы, и вы увидите на самом деле качественные изменения, что в холодильнике как-то вот среда начнет меняться. Запахов станет каких-то меньше, а что-то наоборот начнет, допустим, усиливаться какие-то запахи. И ощущения от этой еды тоже будут другие, да, то есть это как бы вот такое пассивное использование, да, то есть можно активно, то есть как бы с собой ее носить, допустим, и пытаться вот с пищей взаимодействовать, подкладывать под тарелку, например, где-то, или в магазине там ходить, выбор делать, да, то есть как бы за счет ощущений. И кроме этого можно подсвечивать как бы вот ту еду, которая где-то у вас встречается, вы сами ее начинаете подсвечивать как чаша радости, с тем, чтобы вот эта радость взаимодействия с едой, с пищей и со вкусом жизни, как бы она транслировалась и вокруг. И важно тут опять же проявлять некую фантазийность, да, то есть как бы когда вы начинаете фантазировать на тему, там, на самом деле не обязательно про еду, да, то есть на тему вкусов жизни, что где вкусное, где что вы видите, может быть, как это можно усилить, например, те или иные характеристики вкусовые, запаховые или прочие визуальные, да, то есть как бы это было бы, можно было бы сфантазировать и проявить в каких-то других состояниях. Да, то есть это вот как бы применение чаши радости как процесса такого творческого, да, то есть не просто она как бы вот, ну, еда стала лучше, да, то есть как бы, а вы вот во взаимодействии с едой начинаете творить вот эти новые вкусы жизни, да, то есть как бы, а вот и поэтому, когда вы кушаете еду, то есть не просто ее проглотили, да, то есть вы пробовали поискать, какие там вот интересные оттенки, да, то есть а чем вот эта еда, которую вы едите, что нового в вашей жизни она приносит, да, то есть что вы там нового можете ощутить, то, чего раньше не было. Ведь каждая еда, она все время новая, да, то есть вот на самом деле такой проводили эксперимент на собаках. На научной конференции, это вот докладчик один делает такую доклад и говорит, вот мы тут на собаках проверяли, что важнее, еда или любовь. И мы вот взяли клетку, где сидела сучка и стояла миска с едой, заводили кобеля и смотрели, куда он идет сначала. К сучке идет или к еде. И оказалось, что только в первых 3 случаях он шел к сучке, а во всех остальных он шел сначала к еде. И поэтому, обработав статистически весь массив информации, да, как бы у нас большой он получился, мы пришли к выводу, что еда важнее, чем любовь. На что один товарищ встал на этой конференции и говорит, а у меня, говорит, вот есть замечание, я считаю, что некорректно проведен эксперимент. Почему, говорит тот? Ну как же, вот смотрите, вот статистика, вот там критерии Сьюидента, вот там, смотрите, все у нас тут как бы обработано, все правильно, математически, мы все доказали. Говорит, да нет, у вас, говорит, методологическая ошибка есть. У вас, говорит, сучка-то все время одна и та же, а еда все время разная. Поэтому еда, которую вы едите, она все время разная. Как бы вы ничего одинакового в себя не вводите. И вот как бы в чем вот эта разность? Да? То есть мы же можем вот эту разность ощутить как какие-то вкусы, которые вот привносят жизнь в вас. Да? То есть не обязательно это может быть чисто еда. Да? То есть это может быть вот запах какой-то вы где-то ощутили, да? Вот какая-то раз вот
свежесть какая-то, где-то еще что-то такое, да, то есть как бы вот вы эти запахи, вкусы, ну, как бы вот виды, и вы ими наслаждаясь, как бы вы начинаете вот это вот вбирать в себя вот эти света, многообразие этой жизни, с тем, чтобы, опять же, потом, набрав этот свет, вы можете дальше им поделиться другим людям, вы перенесете это на других людей, да, то есть вы вроде бы вот через такую простую задачу, как бы там взаимодействие с едой, но то поэтому чаша радости такой многогранный инструмент, который можно использовать в самых разных условиях. Вот. Рекомендую. Давайте тогда теперь попробуем вот как бы вот в этих струнах, которые мы тут натянули и использовали, да, то есть мы уже такое как бы проводили занятия с вами, но сейчас мы как бы будем опять же вот это вот ощущение вкуса жизни ловить, то есть ощущение вкуса запаховое, визуальное, да, как в виде неких образов, которые через нас протекают, да, то есть и которые мы транслируем в этот мир. То есть мы сейчас будем это делать не руками, да, то есть не только руками, как бы руки будут двигаться, и будет двигаться все тело, и будет двигаться мысль, будет двигаться душа. То есть мы как бы начнем композицию как бы более многогранную, более многомерную, с тем, чтобы мы могли вот в этом вот струнно-струйном многогранном инструменте, да, то есть ощутить, что мы можем своим светом добавить, да, то есть вы же, когда там чем-то двигаете руками, вы тоже светитесь, и вы тем самым в этом, с одной стороны, вы касаетесь вот этих вот множества этих струн, а с другой стороны, вы привносите свое, да, то есть и вот ваша игра, это игра как бы как игра в оркестре, да, то есть вот у нас тут вот опять же есть куча окошечек, и у нас как бы такой вот оркестр, в котором мы сейчас проиграем еще кусочек жизни своей собственной и отобразим время жизни, времени жизни, как бы вот в своей жизни через свое собственное движение. Ну, давайте сейчас музыку включим. Приглашаю всех расширить свое присутствие в интернете, да, то есть, как бы, ну, во-первых, приглашать друзей и знакомых в нашу сеть, чтобы люди подключались к системе Бионета. Это тем самым, с одной стороны, им будет польза, потому что у них повысится качество взаимодействия с сетью. Ну и тот, кто приглашает, у него то же самое происходит и с ним, потому что он усиливает свою вот эту сетевую антенну и повышает ее разрешающую способность. Поэтому, с одной стороны, в Бионет приглашаю, ну и опять же, кто приглашаю, вот вступить в клуб пользователей чаши радости, да, чтобы радость можно было ощущать каждый день. И глубже вот как бы взаимодействие с едой даст раскрытие, ну, как бы вот этого вкуса жизни, который будет проявляться, ведь и в мыслях, и в делах, и в том будущем, которое у вас обязательно будет к вам приходить. Потому что если от будущего, если оно уже есть, если как бы вы с ним уже повзаимодействовали, у нас есть гарантированное будущее, значит, мы к нему обязательно придем. И оно у нас впереди. Так что вот давайте туда идем, в это будущее. Если кому-то надо дополнительные какие-то занятия персональные провести, ну тоже давайте списываться, можем и какие-то персональные сделать занятия, если стоят какие-то там задачи, которые надо вот обязательно порешать в таком взаимодействии, в эксперт-операторном.